Вот и утро. Время 8:44. Тогда я в 7:20 просыпался, но что-то полежал, да и дальше спать. После вчерашнего дня, да, вчера что-то меня подутомил день. Под вечер этот ветер нафиг гнал быстрее, чтобы успеть до города. Ну, сегодня вообще лайтово поеду, там впереди полно деревень будет. Видимо, вот этот был момент, что от Каяхты вот до сюда, ну, не очень много деревень, а дальше там деревня за деревней. Вот вчера брал две таких тушенки. Бурят Мяспром. Какая-то из них 340 рублей стоила, а какая-то 201. А какая из них я уже и забыл. Вот это, значит, белорусская, а это Бурят Мяспром. Ну, короче, бурятскую попробуем. Вроде бы она, да, 200 рублей стоит, вот это белорусская 400. Почти. Город Улан-Удэ. Ну, попробуем бурятскую тушеночку. Ну, сверху, конечно, жир. И ничего не понятно еще пока. Сейчас его растопим. А я думаю, должна быть вкусная. А еще дождик стал накапывать. Ну, такой совсем мелкий. Ну, сегодня по прогнозу вроде как вот облачно будет. Ну и тепло, 28 градусов. Так что пофиг на этот мелкий дождь. А завтра опять 35. Ну вот здесь, на этой местности. Но я же дальше уеду, там может все измениться. Ну ладно, хорош греть ее. Сейчас будем пробовать, пробу снимать. Ну, мясо есть, да. Попробуем бульон. Ну, на вкус как. А ничего, такой пойдет. Такой кусочек мяса. Ну что, приятного аппетита. А ничего, такая вкусная. Пойдет, да. О, ну все, сейчас с лавашиком заточу. Конечно, можно сделать шаурму из лаваша, да? А просто сейчас туда тушенки налить и так есть его. Ну, да, будем так просто есть. Да, лаваш это не просто хлеб. Он довольно-таки сухой, его надо с чем-то есть. Ну, кстати, ничего, такая тушеночка пойдет. Угу. Сейчас освежающий дождик пошел. Уже сколько? Ну, в общем, что, кушаем, да, собираемся и едем дальше. Возможно, сегодня даже под дождем. Ну, температура реально тепло, вообще не холодно. Ну, что, 24 градуса показывает. И это с учетом того, что это утро. А на чаек у нас печенье юбилейное с глазурью, привезенное из Монголии, а завезенное в Монголию из России. Короче, я печенье обратно в Россию привез. Так и не открывал, что-то не знаю. То ли я забыл про него, то ли там другие были печеньки. Ну, в общем, печенье путешественница, вот так можно сказать. Побывала в Монголии, а вернулась обратно в Россию. Время 10:11. Ну, в общем, к чему это я на время? Я начал собираться без 5. То есть у меня все сумки, все пакеты, все было разложено как обычно. То есть полностью укомплектоваться, все загрузить, все затянуть, закрыть.
16 минут ушло. Раньше, мне кажется, я намного дольше собирался. Сейчас просто уже на автомате знаешь, что, куда, чего. Раз, все готово. Да, 16 минут. И при этом я как бы не торопился. Так, с средней скоростью, не торопясь, потихоньку делал. Да, я вчера что-то так вымотался под вечер, что уже зубы не почистил. Ну, сейчас придется чистить сейчас. Вот такой вот чищу Рокс. Нормальная паста, мне нравится. Просто я обычно утром не чищу зубы, я чищу вечером и все. 2 раза в день я не вижу смысла чистить. Это зачем? Все равно ты будешь кушать это все. А вот на ночь, да, на ночь надо, потому что еда вот эта вся остается, ее надо вычистить. А утром никогда не чищу зубы. Время 10:34. Уже 30 градусов. Это просто замечательно. Вон солнышко под облаками пробивается все равно. Ну что, поехали. Ну вот, ночевали прямо рядом с Гусиноозерском. А вон карьер. Видно, уже затопленный. Вот что-то добывали, а вот это отвалы от карьера. Целая гора получилась. Интересно, местные купаются на карьере? Я думаю, что нет, ну потому что вон озеро такое большое рядом. Загустайский Дацан. Ну вот он. Ну есть же мечеть, церковь. А у буддистов, видимо, это называется Дацан. Ну, то есть буддийский храм. Верно так, если я ничего не путаю. Вон монетка лежит, вот монетка. То есть я замечал, что у дацанов вот таких вот мест буддийских, но это монетки часто лежат на дорогах. А здесь еще больше монеток лежит. И я еще заметил, вот когда они проезжают мимо Дацана, либо возле горы, где вот этот столб лежит, стоит, либо куча камней, там тоже монеток много лежит. Я не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, типа как освещенное место, что ли. Тоже пикают много. Просто проезжают и пикают. Пип-пип. Вот сейчас я ехал. Двое проехали, попикали. Вон монетка, вон монетка. Ну да, тут везде. Тут насобирать так можно что-нибудь и купить. Ну, конечно, собирать мы это дело не будем. Я не знаю этих обычаев. И, возможно, и нельзя собирать. Возможно, какой-то другой человек должен это делать. Пост весового контроля. Ну, тут, наверное, полицейские с военными стоят. Все-таки это, как еще можно сказать, приграничная зона. Монголия совсем рядом. Вот, видимо, иногда выходят, проверяют. Ну, сейчас вообще ни души нету. Если так подумать, то я уже на уровне Байкала еду. Вот Байкал где-то вон за теми горами. Но если по прямой взять, километров 60, наверное, 65. Что-то вот примерно как-то так. Но это по прямой. А тут еще ехать и ехать. Сульфат-3. Химическое название, блин, деревни. Сульфат. Ну, блин, придумали, конечно. А вот и юрты стоят. Привет, корова. Ты че тут, кого ждешь? На остановке стоишь. Вон твои подруги-то где все. Ну я хотел мусор выкинуть, но что-то тут мусорка полная. Налево от Тохой, направо ДД Сутой. Суходол. Ну, значит, там ничего нету. Сухо должно быть.
Ничего нету, да. Прекрасные горы, окруженные лесами. Ну, не, вернее, с лесами на горах. Едем 20-очку. Тут немного прямая, вверх, вниз. Вот такая дорога ненапряжная. Жар-Галанта. Да, это налево, вот это, наверное. Ух ты, речка Убукун. Ничего такая. Ну, я бы хотел, конечно, спуститься, ноги помочить, умыться. Ну, что-то там все так заросшее. Ладно, там вроде еще должны быть речки. Успеем. Как бы сегодня не так жарко. Где-то 28 градусов. Какие зеленые луга. А это то, что речка рядом. Вон сколько травы наросло. И по правую сторону вовсе лес. Вот впереди городок Иволгинск. Как бы там, если что, и буду закупаться сегодня вечером. Кстати, уже не первый раз вижу вот такие железобетонные отбойники. Вот это отбойник, так отбойник. Всем отбойникам отбойник. О, речка. Вот, кстати, здесь можно и остановиться. Да, здесь нормально подход есть. Ну, какая речушка-то. Неплохая. Отличное место, кстати. Вот где-то 20 километров от моей ночевки было до сюда. Вот это вообще полянка, просто огонь. Здесь и костерок можно было бы даже пожечь спокойно. А вода-то какая прозрачная. О, красота. Мне кажется, даже можно и воды набрать. Да, вода прозрачная, чистая и прохладная, так скажу. Да, я реально ее сейчас наберу в бутылку. Хорошая вода. Аж ноги немного сводит. Какая она прохладная, холодная. О! Зеркально чисто. Отличная вода вообще. Я бы и вторую набрал, но это ж везти надо. Там как бы проблем сейчас с населенными пунктами не будет. Хорошо. Вот, рыбак, ты местный, да, отсюда? Да. То есть тут голянчиков пришел половить? Угу. Ага, молодец. Вода чистая, прозрачная и прохладная такая. Она всегда, да, такая холодная здесь? Ну да, зато чистая. Там дома стоят, деревушка. Вот этот парнишка, Никита его зовут. Вот он, видимо, оттуда приехал на рыбалочку. Вон просвет идет. Значит, жарить опять сегодня хорошо будет. А это хорошо, я люблю жару. Ну вот эта деревушка, средний Убукун. А тут опять этот суходол. Ну что-то в этот раз, да, не сухой, наверное. Вот, болотца какого-то. Ну да, нету ничего. Но зато есть железная дорога по левую сторону.
65 километров осталось до Улан-Удэ. Я вот еще думаю, заезжать в сам город, не заезжать. Пока в размышлениях. Как бы если в город заезжать, это такой крюк надо будет сделать. А можно просто рядом проехать. Какое озерко. Алтан-Ула написано на том берегу. Селенгинский район. Ну вот вчера реку Селенга проезжали. Широкая, до которая. И такой райончик тоже. А вот и товарничок катит. Вот какой состав длины-то. А я сегодня никуда не тороплюсь. Мне вчера этого хватило, блин. Сегодня едем на расслабоне. Ну, уже 35 километров проехал. Нижний Убукун. Додо-Бухен. Додо-Бухен. По ходу дела из этого района выехали. Новый район. А вот где район-то? Обычно слева встречается район, а справа типа новый пишется район. Что-то такого тут нет. Вон сколько ворон сидит на проводах. Все черном, вон их сколько. Вот он какой. И Волгинский район. Вот куда заехали. Значит, и Волгинск впереди. О, впереди кафешечка. Так, а сколько время? Температура 35. Время 11-12, час 2. 2 часа. Ну так-то можно, в принципе, заехать, супчика навернуть. Так, легкий обед устроить себе. Да, наверное, так и сделаю. Ой, здесь полно кафешек. Всяких. Кафе у бабушки. Вчера был трактир у мамы, а тут кафе у бабушки. Бурятская кухня. Ну, куда, вот даже не знаю. В общем, заказал борщ себе. Большую порцию за 240 рублей и 4 куска хлеба. Ну, в принципе, недорого, я скажу так. И там еще есть всякие газировочки тоже. В принципе, можно взять на дорожку. Вон, Липтон, я вижу, есть чаек. Ну, мясо есть, да. Ну, я считаю, 240 это, в принципе, недорого. Такого борща. Вот такую взял нулевочку, доктор Дизель. И чай Липтон. Ну, все поел. Ну да, вчерашний борщ, трактир у мамы, где там Светлана делала борщ, намного вкуснее был. Вот тут такой, ну, обычный столовский борщ, ничего такого. А это, походу, та же самая речка. Я сегодня воду набирал, просто название другое. Калинова 31. Нижняя Иволга. О, Улан-Удэ уже 48 осталось. Ом, нефть. Ом, это же мантра. Самая короткая. А тут походу картошка посажена. А коровы ходят по полю, все съедают. Вон собака лает на них. Видимо, пытается их прогнать.
Еще одна. Ну, хозяин, наверное, будет недоволен. Они прямо же топчутся, все съедают. А тут вон еще и лошадки. О, речка-то какая. Воду качают вон на полях. Янгажан или Янгажан и Дацан. Это, наверное, название Дацана, Янгажан. Все трещит, все шумит. Это вон саранча тут так летает. Всю дорогу вот этот треск. Цик-цик-цик-цик. О, птичка наверху поет. Это птичка, как это, в Монголии я был, которые взлетают и на ветру вот так на одном месте зависают. Высоко взлетела. Там он уже вдалеке городок. В принципе, можно и там закупаться даже. Вроде, ну если это он, потому что он прямо через это, по трассе идет. Слева, справа будет такой средняя деревня примерно. Станция Ключи. Тут кто-то оставил вон чего. Компот абрикосовый. Лучше это компот ли? Да вроде компот. Пить-то я, конечно, не буду это. У меня чай есть. Что там еще неизвестно. Компот, не компот. Он же там другой компот. Но вы сами понимаете, что за компот. Он прикололся, добавил своего компота. А вот и до деревухи доехал. В принципе, где хотел закупаться. Надо не забыть взять гречку, да. А то без гречки как-то так себе. Но тут по-любому большой магазин должен быть. Потому что такая деревуха среднего размера. Не маленькая, да еще и прямо на трассе. Разделяет ее слева и справа. И Волгинск. Это не это ли? Ну там было и Волгинский район, что ли? То есть это, наверное, районный центр еще. Такой мост я еще не видал. Блин, прикольно сделали, молодцы. Да. Реально, просто молодцы. Что-то только магазинов я пока не вижу. Кафе Орион, СТО. Улан-Удэ 15 километров. Но это не до самого города, это до пригорода. До самого города там еще довольно далеко. Наверное, 25. Вот, кстати, Абсолют. Мне вчера говорили, типа, местный большой супермаркет. Можно, в принципе, и сюда заехать. Ну что, большой магазин. Интересно, тут будет продаваться монгольская тушенка. Я бы ее взял. Да, монгольской тушенки здесь нету. Взял гречку, тушенку.
Вот такую штуковину, еще такую штуковину. И вот что взял, йогурт. Био-йогурт, клубника. В принципе, цены не такие дорогие. Что, попробуем? Квас на разлив. Сегодня такая жара, он даже еще не нагрелся. Ну, видать, как термос. Вот эта бочка идет. Ну ничего, такой прикольный, вкусный. Да, квас просто балдеж. Прямо такой прикольный, сладкий, вкусный, холодный. Что-то 60 рублей за стаканчик с пол-литровый. Он уже Улан-Удэ, видать, высотки. Это на горизонте виднеется Улан-Удэ. Был только-только Улан-Батор. Вот мы и до Улан-Удэ доехали. Вот такой город, так раскинулся. Город впечатляет. Широко прямо раскинутый. Пригороды кругом. Все в домах. Ну и сам центр вот где-то там. А вот и Иркутск появился. 450 км. 3 километра до Улан-Батора. Ну да, вот он, Улан-Батор уже виднеется. А тут просто Нур-селение. Коротко и понятно. Нур-селение закончилось и пошла Сужа. Вот он, искусственный дождь. Ну вот, собственно, и Улан-Удэ. Привет. Привет, городок. Вот у них какие автобусы разукрашенные красиво. Это остановка 10-й километр. Не, вот эти переходы это просто шедевр. Это он, походу, взлетает, шумит так. На посадку-то почти их не слышно. Что там, двигатели не на форсаже, а этот прямо так шумит, ревет. Ну что там аэропорт вон слева. Так, друзья, это очень значимое место для меня. Сейчас расскажу, почему. Вот этот перекресток. В общем, если ехать туда, как вы видели по знаку, это в центр Улан-Удэ. Но я уже в Улан-Удэ не поеду, потому что уже вечер. Вон, солнце уже скоро сядет. В общем, что это за место? Если смотреть с точки зрения географии, по долготе, это
такое место, откуда я начинаю свой маршрут в сторону дома. Все это время я двигался на восток. То есть Улан-Батор был на восток. Вон та дорога, все было на восток. А теперь с этого места я ухожу налево. Эта дорога будет на запад. Дорога домой. То есть я вот делаю шаг. Все. Если я сейчас за эту полосу зайду, я в своей жизни ни разу так далеко на востоке не был. Вот эта полоса. Я за нее не буду заходить. Хотя нет, я же вот так ехал, грубо говоря, ну вот за этой полосой, за центральной, да. Ну ладно, за той дальней полосой и за отбойником я уже в своей жизни никогда так далеко на восток не забирался. Это вот такое место. Я его на карте специально отметил, в случае, если я до Улан-Батора не поеду. Тогда есть там еще одно место на Улан-Баторе, я его тоже отмечал. Но я уже не хочу. Ладно, что, табличку видел, да и хватит. Ну что, Улан-Батор, город, как обычный большой город. Там, скорее всего, 1 миллион населения, если не больше. В общем, вот такое знаковое место, да, друзья. Теперь у меня дорога все, идет на запад, в сторону дома. С каждым километром буду приближаться к дому. Ну, сейчас дорога плавно идет все на запад, а потом в одном месте прямо резко поворачивает. И все, я уже там буду возле Байкала. В общем, вот такое место. Вот хотел вот этим моментом поделиться. То есть, я ждал вот этого. Да. Вроде бы кидают, ну что там, ну да, там долгота такая, там координаты, это все вроде фигня. Ну, для меня это не фигня, я люблю цифры, да. Ну все, поехали, что. Дорога домой, можно сказать, отсюда все, я поехал домой, в сторону дома. Ну все, прощай, восточное направление. Да здравствует западное. Ну погнали, помчали. Ха-ха. 94 километра, почти 95 проехал за сегодня. А вот и следующие города, которые будут: Кабанск, Бабушкин и Иркутск. Ну, до Иркутска еще не скоро, потому что я на Байкале на пару деньков, наверное, останусь отдохнуть, понаслаждаться. Да, надо бы сегодня еще искупаться. Было бы ой как неплохо. Что, может, заеду, искупаюсь. Это ручей. Вот из ручья получилось такое озеро. Что тут, отбойник везде стоит. Ну да, реально, походу, не подъехать. А хотя нет, вон съезд есть. Вот люди тут купаются. О, вода супер. Спасибо, я купаться, в общем. Вот это другое дело, когда искупаться. Сразу так прикольно стало. А, тут пробка, светофор. Эта пробка довольно-таки далеко начинается. Нифига, здесь асфальт продавили. А вот это все из-за светофора, то, что останавливается. Ого, колесики какие. Вот он, виновник этой пробки. Ну, пока Улан-Удэ по городу не поездили, так табличку увидели. Ладно, когда-нибудь, может, еще и побываем здесь. Погуляем по городу, посмотрим город. Это с Сотникова началось. О, столовая. Мне бы магазин. А вот и магаз. Просто замечательно. Ну, а вот и пятерочка. Ну, я уже, в принципе, все взял, что мне надо. Тогда, по сути, можно даже на речку поехать, встать, если что. Сейчас уже по правой стороне река должна быть.
Посмотрим, в общем. Ну, либо речка, либо лесок. Что-нибудь из двух выберем. Да, слева лес. Вон какой. Скалы-то. Будет проблематично найти место ровное, чтобы было. Справа кусты. Там, наверное, река где-то течет. Ну что, пока едем, ищем место. Как бы время еще позволяет. Да, виды прикольные, ничего не скажешь. Горы такие, скалы. Вот так-то можно на гору куда-нибудь залезть и там заночевать. Найти ровную площадку. Солнце село за гору. А там еще светит. О, кто-то баньку топит. Дымок из трубы валит. Даже здесь пахнет. Я себя сейчас поймал на мысли. Стало много фур. Реально, вот давно не было столько фур. А потом подумал, так это же федеральная трасса, вот Москва-Владивосток. Вот она, трасса-то. Вот поэтому столько фур и ездит. В Монголии этих фур почти нету на трассах. Редко-редко. Там в основном легковые автомобили, Toyota ездят и все. А тут все, начались фуры. Скучал, если честно, по фурам. Я люблю, когда фуры ездят. Потому что они, когда едут, они ветер рубят, если ветер встречный. И как бы так легко за ними ехать. Особенно если колонна едет. Ты там едешь километров 15 на ветер. А колонна бывает по 10-15 машин. Из фур, легковых. И все там буквально может. Минутку можно покрутить и 20-25 за ними. Пока не едут. Ой, видок-то какой красивый. Краски-то какие. О-ля-ля, вообще красота. Люблю вечернее, утреннее солнце. Красота. Сейчас карту посмотрел, вот за этими кустами река течет. Зеленка. Так что можно искать съезды. Если что, прямо на речке сегодня отдохнуть. Кстати, охранная зона, там все дела. Так, ну сегодня понедельник. Отдыхающих, по сути, много не должно быть. Но я думаю, сейчас найдем где-нибудь местечко себе. Возле речки прямо. Вот такое местечко. Дорога гудит рядом. Пойдемте поглядим речку. Вот это да. Эх, могли бы и дров побольше оставить. Я бы тоже пожег костерок. Ну, привет, речка. Ой, вода-то теплая. Ну уж сегодня-то купаться я точно не буду. А вот завтра с утречка можно будет. Такс. Как же я соскучился по этому делу, вы не представляете. Ну, поехали, костерок. Привет, я так скучал по тебе, костерок. Давай, разгорайся. Кстати, не сказать, что тут прямо много комаров. Я думал, здесь будет просто тьма комаров и мошки. Мошки нету, комары так периодически летают.
Ну, даже особо не досаждают. Сейчас мы этих комаров всех отгоним дымком. Да, как же я скучал по костру. Костерок, это хорошо. А тут вон это. Вон сколько дров. Вон дрова. Я не понимаю, почему здесь ничего не ободрано. Ну, видимо, не любят тут костры, наверное, жечь. Ну, я вот тут что там сходил, не знаю, 2-3 минуты вон насколько насобирал. И они все сухущие. Отличный денек. Повернули с сегодняшнего дня на запад. Сейчас каждым днем все ближе и ближе к дому. О, костерок, я так о тебе давно мечтал. Да, я пока палатку раскладывал там туда-сюда. Вот взял опять нулевочку, доктор Дизель, малина лайм. Ну и что, кстати, такое, ну, как газировка обычная. Пойдет. Ну, уже и под вечер, когда перед сном. Вот у меня что будет. Вот эти 2 штуки. Это в магазине брал какие-то непонятные. Ну и этот йогурт допью с ними. Удивительно, что тут никого нету. Ну, понедельник то-что. Хотя, когда я ехал вот по трассе, где-то там вдалеке машина стояла. Потом, когда съехал с дороги, там машина стояла. Ну, здесь нету. Все, мое место, значит. Я его забил. Кстати, так мягко лежать. Еще вот так немного под наклоном. Я лег, ну, просто как на перине. Трава мягкая, примягкая. В общем, здорово. Так, ну что, посмотрим сегодняшний результат. Сколько проехали. 109 километров, 19 метров. Пойдет, 7 часов ехали. 15:59. 19 градусов. Да, вот, кстати, с трассы, когда съезжал, прямо сразу же чувствовалось, что здесь попрохладнее немного. Ну и хорошо, я, в принципе, не против холода. 20 градусного. Пойдет. А сегодня как бы и не жарко было, всего лишь 30 градусов. Это тебе не 40, что было до этого. Ну, вроде завтра обещают жаркий день, 35 градусов. Ну, я, наверное, это сейчас все сожгу, посижу. Потом это покушаю перед ужином. Да и все, и на боковую спать, отдыхать. Ну что, в общем, вот такой денек сегодня. День просто классный. Да, скупался так хорошо. Ну, завтра наверняка я пойду купаться тоже. Все-таки нельзя упускать такой момент. Вот как проснусь, так и сразу и пойду. Вот тут что, до речки рекой подать. Она тут не бурная, течет. Ну, так издалека я посмотрел. Если я, наверное, на середину реки встану, ну вот мне вот по пояс, наверное, и будет. Все, солнце село. Ну, в общем, все, вот такой денек. Я сейчас отдыхать, на костерок смотреть. Дров вон сколько полно, может еще больше разведу костер. Ну, в общем, вечер проведу в гордом одиночестве, глядя на костер. Костер — это как телевизор. Можно смотреть и смотреть на него. Ну, в общем, все. Пока. До завтра.